Здравствуйте, друзья! И еще, у меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Болото. Источник Фостор.ру. В детстве, лет до 16, на каждое лето меня ссылали в деревню к сестре бабушки с ее мужем. Святые люди были. Ну а я и не был против. Первая девушка появилась только в 15. Единственный друг также уезжал в деревню. Короче, совсем делать было нечего. А там у меня были друзья. 2 брата и моя дальняя родственница-ровесница. Полная свобода действия. Ну и всякие бонусы. Типа окушка в речке, свежего воздуха и огромного сада с ягодами, яблоками и прочими ништяками. Так вот, это деревня. Хотя это скорее небольшой провинциальный город все-таки. Назывался, да и называется, Фурманов, Ивановская область. В Москве родители меня держали в ежовых рукавицах. Любое нарушение домашних правил влекло за собой незамедлительное наказание. Там же тетка с дядей давали мне полную свободу. И даже не заставляли на огородах пахать. Я это делал добровольно, так как реально любил их. Они просто еще не прочувствовали то, насколько прогнило общество. Я бы даже сказал, что тогда весь тот городок продолжал жить в СССР. В хорошем смысле, разумеется. Ну вы поняли, я надеюсь. И я всей этой свободой пользовался. Гулял ночи напролет, ложился, когда хотел. У дяди таскал Беломор-канал. И вот как-то раз я с друзьями отправился в поход. Нашей целью было болото примерно в 6 километрах от города. Про это место знало очень мало народу. А зря. На этом болоте росла просто огромная черника, размером с 2-рублевую монету, и сладкая, как мед. Это было жаркое лето 2003-го. Мне только исполнилось 14, и я был полон сил и энергии. Вышли мы в ночи, чтобы не спариться в дневной зной. Ну а что, ночи летом короткие, в 3 утра уже светает. С собой взяли бидоны для ягод, фонарики, хавку и воду. Шли бодро, дорога уже привычная. До деревни Свистелово, потом через речку Вонючку с поэтичным названием Язва. И потом еще где-то километр через бурелом. Дошли где-то в 2 ночи, перекусили и сели ждать рассвета. Сидим мы такие на болоте, жрем сосиски, травим байки. И тут замечаем, что вокруг стал подниматься туман. Сначала мы даже не поняли, что это. Будто на морозе прорвало трубу с кипятком. Настолько густой он был. Ну вообще нас это не особо напрягало. Мы как-то раз шли утром на рыбалку вдоль трассы в таком густом тумане, что проезжающую машину с фарами могли заметить только метров за 5 максимум. Ну, думаем, туман, да и ладно. Как солнце выйдет, он за 10 минут рассеется. Знали, плавали. Сидим дальше, пьем кофе из термосов. Один из друзей прикорнул на бревне. Но спустя где-то минут 40 мы начали напрягаться. Светлее не становилось, хотя должно было бы. И туман становился все гуще. В итоге он сгустился до такой степени, что если вытянуть руку, можно было бы не увидеть свою же кисть. Кто-то пошутил про то, что это какая-то нех, и нам стало совсем не весело. Куда-то идти было не вариант. Болото все-таки, можно реально утонуть, если в неудачную топь вступить. Спящего растолкали, сидим втроем. Начинаем уже делать архитектурный проект дома из кирпичей. Как тут начался уж совсем кошмар. В тумане стали видны какие-то зеленые огоньки, похожие на светлячков, но только размером с кулак. Они внезапно зажигались и кружились вокруг нас. Друзья стали такого цвета, что начали сливаться с туманом. Да и с их слов превратился я тогда в альбиноса.
Я дрожащим голосом попытался сказать, что это, мол, просто болотный газ, про который я читал. Но только я выдавил из себя первое слово, огни исчезли, просто исчезли, будто гирлянду вытащили из розетки. Мы стали потихоньку расслабляться, но тут в звенящей ночной тишине послышался всплеск. Потом еще один и еще. Было похоже на шаги, и они приближались. Мы, дорезив в глазах, всматривались в туман, пытаясь понять, что или кто безбоязненно шарится по болоту в таких условиях. Но так ничего и не увидели, зато почуяли. После очередного всплеска мы почуяли отвратительный запах. Представьте, запах стоялой тухлой воды, вперемешку с то ли серой, то ли каким-то еще химическим запахом. Запах был настолько сильный, что от него начинало тошнить и мутиться в голове. Мы буквально стали терять сознание, и в этот момент огоньки вернулись. Только на этот раз они не плясали, а зависли вокруг нас, примерно метров 5. Хотя точно не скажешь в таком тумане. И снова всплеск, еще ближе, и новая волна вони. Вот тут-то я не выдержал. Я вскочил и, плюнув на возможность утонуть в трясине, бросился напролом, молясь, чтобы я не ошибся с направлением. Друганы не растерялись и побежали следом. Кошмар просто. Болото метров 300 в самой широкой точке, а мы бежали, не снижая скорости, минут 20, а то и все 30. И вот мы вылетели на опушку. В шаге от нас все так же клубился туман, а с другой стороны было небольшое поле в росе. И видно встающее оранжевое солнце. Мы переглянулись и побежали дальше домой. У меня на крыльце мы были уже к 5 утра. Я сделал нам чай с мелиссой и стырил у дяди пару папирос. Сел с ребятами на ступеньках крыльца. Мы раньше натыкались на них, но по сравнению с этим все это было фигня. Это не скрипы в пустой комнате и не стук ночью в окно. Это был реальный ужас, который мы пережили и могли подтвердить его. Со слов парней, когда я рванул, они будто проснулись и тоже сразу погнали за мной. С их слов всплески двигались за ними, постепенно настигая. Наутро мне дали леща за папиросы и потерянные на болоте бидоны. На вопросы я дядьке честно рассказал нашу историю. Выслушав меня, он задумался, потом налил себе и мне рюмку шуйской настойки. Мы выпили, и он мне сказал: «Я знаю это место. На месте болота этого деревня раньше была небольшая. Еще до Советов, домов 15. И как-то раз неизвестно с чего в топь ушла. Так сегодня деревня, а на утро только топь зыбкая. Еще друг говорил, что в особенно задушливые года коньки крыш можно увидеть над трясиной». Покойные родственники спасли. Автор Индиго. Источник сайт Фостор.ру. Эту короткую историю я подслушала у мамы с соседкой, сидящих вечером на лавочке. Мама первая начала о всяких порчах, ну и пошло-поехало. Я сидела на веранде, поэтому за тонкой стенкой их было хорошо слышно. Далее рассказ со слов соседки. В тот день я, как обычно, пришла с работы. Приготовила ужин, поела да спать легла. Проснулась среди ночи и уснуть никак не могу. Вдруг мне грудь как сдавит, и все сильнее и сильнее, словно туша слоновая лежит на мне. Я руку на грудь положила, а сама в панике перебираю в уме, что в аптечке может быть полезного. Боль стала нарастать. Ребра нестерпимо ныли. Я думала, они сломаются. Потом сердце забилось, как печушка. Чувство, как прижали его, что ли. Жар разлился по груди, и внутри все горело огнем. Я уже собралась ползти до телефона, как оцепенела от страха. На кровати в ногах сидели покойные мои прадед с прабабушкой. К слову, при жизни они меня любили сильно и всегда на помощь спешили, если что у меня случись. Тут сидят как живые и с грустью смотрят на меня, а я уже металась в агонии, хватаясь руками за грудь. Сердце. Ой, как плохо мне. Я смотрела на бабушку, и мне уже казалось, что это предсмертные бредни. Боль стала нестерпимой. Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и сердце остановится. Я уже смиренно ждала конца и со всеми мысленно попрощалась.
ты валерьянки-то не пей больше». Прабабушка вдруг подала голос. «Ничего, мы уже скорую вызвали, потерпи. Нас только послушай. Со старой работы уходи. Скоро тебе предложат получше». «Какая скорая?» Я уже ничего не понимала и не вникала. Мне не было страшно и не смущали даже умершие прадед с прабабушкой, сидящие на моей кровати. Мне хотелось лишь одного, чтобы эта дикая боль прошла поскорее. Ну вот и приехали. Прадед встал, и прабабушка тоже. Мы пошли. Дед коснулся моей груди, и я провалилась без памяти. Проснулась я уже утром, соскочила с кровати и бегала по дому, собирая все успокоительные и валерьянку в мусорку. Сердце не болело, даже не поднывало. Целый день еще ходила и думала о произошедшем. А следующую ночь проворочилась, не засыпая. Все боялась, что грудь опять сдавит. А про работу и верно случилось. Старая работа была стрессовая, и с нервами соседка самостоятельно не справлялась, запивая свое горе валерьянкой. Бабушку послушалась, уволилась, а вскоре родственница предложила ей вакантное место у себя. Там она и мужа встретила. О прошлом не вспоминала, но с мамой моей вечерком на лавочке поделилась. «Двухметровый вампир». Автор «Релакс Киев». Эта история произошла со мной в детстве, когда я ехал с деревни в пригородной электричке. Было мне тогда лет 10-12. Родители меня на выходные таскали с собой в деревню к бабушке. В то время машины у нас не было. А мне ужасно не нравились поездки на электричках с пересадками. Мне было в них скучно. Только отец мог отвлечь меня игрой в карты. И тогда дорога пролетала незаметно. Но в тот вечер мы возвращались с мамой вдвоем. Папа в те выходные остался дома. Его вызвали на работу. Или что-то в этом роде. Стоял теплый летний вечер. Мы сели на электричку в Нежине и направлялись в Киев. По времени дорога занимала примерно 2,5 часа. Вагон был почти полный. Все сидячие места были заняты, и люди уже стояли в проходе. Как расположено сиденье в постсоветских электричках, рассказывать, я думаю, не нужно. Я сидел возле окна. Возле меня сидела мама. Все остальные места тоже были заняты. Я смотрел на мелькающие в окошко деревья и пригородные маленькие домики. В открытое окно залетал теплый вечерний ветерок. Электричка не спеша следовала по своему маршруту. Пассажиры выходили и заходили. Я, как через стекло аквариума, читал таблички уже знакомых железнодорожных станций. Примерно на середине пути на одной из остановок в вагон зашли два очень странных пассажира, на которых я сразу обратил внимание. Это была маленькая сухая старушка в черном платке и полностью черной одежде. С ней был огромный мужчина ростом около 2 метров. Он был не просто высокий, он был именно здоровый, как шкаф. На нем был черный длинный плащ, а в руках у него был зонт в форме трости. На лице не очень длинная темная борода. Сколько ему было лет, сейчас мне сказать тяжело, но я полагаю, что около 45. Я до сих пор помню, как странно этот гигант выглядел на фоне остальных пассажиров, но, казалось, никто не обращал внимания. Мы ехали дальше. Я уже снова начал смотреть в окно, когда напротив мамы освободилось место, и, к моему удивлению, старушка не села сама, а посадила этого мужчину. Он туда еле пролез, сел и поставил перед собой зонт, и, облокотившись на него, сложил руки поверх изогнутой ручки. В это время началось самое странное. Уже после мы с мамой обсуждали происшедшее и смогли построить хронологию событий. После того, как он сел напротив, он будто бы начал сверлить нас взглядом. Я сразу положил маме голову на плечо и начал засыпать. Ее тоже начало клонить в сон. Но она не засыпала. Сидела она немного скрестив ноги и засунув их под сиденье. В какой-то момент Громила начал зонтом пытаться выровнять ей ноги. Как бы невзначай задевая их, потом начал толкаться ногами, пытаясь их расправить. В итоге мама поставила ноги прямо перед собой. Как только это произошло, ей стало плохо. Ее начало тошнить. В это же время проснулся и я.
мне тоже стало очень плохо. У меня резко заболел живот. Тоже появилась сильная тошнота и закружилась голова. Не знаю, что бы было дальше, если б мама не догадалась снова скрестить ноги, поставив перед собой нашу дорожную сумку. Насколько помню, к этому времени я уже начал терять сознание. Но как только она это сделала, Громила поменялся в лице. Презрительно на нее посмотрел и засмеялся на весь вагон каким-то, казалось, нечеловеческим голосом, после чего он резко встал и перекрестил нас зонтом. На ближайшей станции они со старушкой вышли. Не стоит говорить, что как только они вышли, нам сразу полегчало. Пока мы доехали до Киева, от немоготы не было и следа. Прошло много лет. Недавно с мамой мы вспоминали эту историю. Как оказалось, мама ходила потом к бабке и спрашивала, кем мог быть тот мужик. Ей сказали, что, скорее всего, это был энергетический вампир. И скрещенные ноги или руки не давали ему брать мамину и мою энергию. Муська. Автор Василина Апельсина. Источник Фос.ру. Эту историю рассказала мне моя коллега Лариса. Она по своей природе страшная болтушка и кошатница. Жизни без своего кота не представляет. Вечно что-то рассказывает про него. Но в этот раз ее история меня удивила. Пишу от ее имени. Училась я тогда в институте на 1 курсе. Родители совместно с другими родителями моей однокурсницы сняли нам квартиру, считая, что общага мешает учебе. Да, так оно и было. Пьянок-гулянок мы не устраивали. Жили тихим студенческим бытом. Однокурсница же моя часто не ночевала, встречалась с парнем. Я чувствовала неприятное ощущение, оставаясь одна, и поэтому решила привезти из дома свою кошку Муську. Да и по правде сказать, Муська была моим другом еще с класса 5 школы. Ей уже было 8 лет, не молодая, но и не старая для котов, которые обычно лет 15 живут. И как-то не прижилась, по-видимому, на новом месте, а может, по дому скучала. Умерла месяца через 4 с момента, как я ее привезла. Конечно, я переживала, плакала. Они же для нас становятся как члены семьи. Был обычный осенний вечер, около 11, темно за окном. И я поняла, однокурсница снова не придет ночевать. Сидела в кресле и смотрела телевизор. И вдруг отключили электричество. А признаться честно, я жутко боюсь темноты. Даже сплю всегда с включенным светом в коридоре. А тут полный мрак. В подъезде шум. Вышли соседи. Из их разговора я поняла, что где-то обрыв на электросети. Страх страхом, думаю, надо лечь спать и поскорее уснуть. Легла спать, лежу. Мысли в голове всякие. И вроде засыпать начинаю. И тут ловлю себя на мысли, что я глажу Муську у себя на кровати уже минут 10. Такой страх меня обуял. Я же ее похоронила собственными руками. И как отшвырну ее в коридор, при этом слышу, как бряк об пол. И началось мурчание. Но не такое, когда котикам приятно, а когда они злятся, как перед дракой. Я атеист и ни одной молитвы не знаю. Лежу и понимаю, что боюсь собственную Мусеньку. И как-то пришли сами собой слова. И говорю: «Мусенька, девочка моя, ты мой дружочек. Иди туда, откуда пришла. Я боюсь тебя». Мурчание прекратилось. Я укрылась головой, сердце билось от страха бешено, что я слышала его биение. Я так и уснула с головой под одеялом. После первого, да именно первого раза, Муська приходила ко мне еще несколько раз. Ложилась у меня в ногах и спала до утра. При этом я даже пошевелиться боялась. Утром же все было как обычно. Ни присутствия кошки, ни страха. Вскоре я переехала к одной миленькой бабульке, снимала у нее комнату, и моя Муська больше не приходила ко мне. Тогда я и поняла, значит, и у животных есть душа. Но вот что не дает мне покоя уже более 10 лет с того момента, что ей было надо. Ведь должна быть причина ее прихода. Вот и дождались. Автор Эрнеста. Источник Фос.ру. Проявление сильных чувств не всегда есть хорошо. Неизвестно, кто тебя услышит и как все это обернется. В
пример тому хочу рассказать вам две истории, которые произошли с близкими друзьями нашей семьи. История первая. Есть у моей мамы подруга со школы, Света. До 1 класса отправили родители Светочку в деревню на воспитание дедушки с бабушкой. А как пришла пора в школу идти, забрали ее к себе в город. Все бы ничего, да только бабушка по Светочке шибко убивалась. День напролет смотрела на дорогу и плакала. Все надеялась, что ребенка привезут обратно, каждодневно изводя себя и деда. Далее от первого лица. Сидела я у окошка и рыдала. Так сердце ныло, что Светочки рядом нет. Дед на рыбалку с утра ушел. Не мог он уже рыдания мои по внучке слушать. И вот ближе к полудню вижу, как Светочка моя по дорожке прямо к дому нашему идет. Без родителей. В голове промелькнуло. Эх, как же так? Ребенка 7-летнего одного в такую даль отправили. И с криками: «Светочка, ты приехала!» Я кинулась из дома на улицу. Удивило меня поведение Светочки. Она совсем не улыбалась. Вернее, даже не обращала на меня никакого внимания. Молча прошла мимо меня и зашла в дом. Я, ничего не понимая, побежала следом. И только я ступила за порог, как Светочкино лицо буквально исказилось, и она начала меня бить, драть когтями, кусать и душить, издавая страшное рычание. Когда дед вернулся домой, то застал жену в ужасном состоянии. Все тело ее было в синяках, глубоких царапинах и укусах. Одежда порвана. Сама же бабушка сидела на полу и непрестанно читала молитвы. Надо ли говорить, что после этого дня бабушка горевать и плакать перестала? История вторая. Произошло это с подругой моей бабушки сразу после войны. Надя, так звали бабушкину товарку, получила похоронку на мужа в первый год войны. На руках у нее осталось 3 детей. Когда война окончилась, стали возвращаться те, кто без вести пропал, или же те, на кого похоронка была. Да, видать, ошиблись в конторе. Тут у Надежды как второе дыхание открылось. А ну-ка вернется и мой муж. Может, там тоже ошиблись. И, схватившись за эту идею 2 руками и ногами, Надежда начала ждать с новой силой. Причем каждый день она становилась все грустнее и мрачнее. Но тут соседские бабки заметили резкие перемены в Надькином поведении. Женщина ожила, повеселела, и после работы домой летела, как на крыльях. Вот одна бабка ее и спросила: «А ты чего такая радостная, словно муж твой вернулся? А ну признавайся, что у тебя там?» «Так мой Николай каждый вечер домой приходит, поест, а потом мы ложимся спать. Утром же он опять уходит до вечера». «И долго это у вас?» «Да почитай, с неделю». «Во, баба дура, ты чего ж делаешь? Не муж к тебе приходит, а кое-кто другой. Если не прогонишь, задушит тебя, дети сиротами останутся». «Так что мне делать-то?» Струхнула Надежда не на шутку и решила сегодня же сделать все, как соседка научила. Далее от первого лица. Вечером, как стемнело, пришел Николай. Поели мы, стали спать ложиться. Села я на кровати, волосы распустила и гребнем стала расчесывать. Чешу волос и каждый раз вид делаю, что вошь поймала, а потом в рот себе положила и съела. Муж спрашивает: «А что, разве вши у тебя?» «Да». «А разве вши едят?» «А разве мертвые к живым приходят?» Только я это сказала, как муж мой свирепеть начал. Мебель и все вокруг крушить стал. Мне так страшно стало, закрыла я глаза, уши заткнула и у Бога помощи просить стала. Не знаю, сколько это продолжалось, от ужаса счет времени я потеряла. Тут в сенях страшный грохот раздался, а потом все стихло. Открыла я глаза, а в доме ни одной вещи целой не осталось, и дверь входная на полу валяется. Больше муж к Надежде не являлся, и до конца жизни бабушкина подруга очень сдержанно ко всему относилась.